Цель сеанса – очиститься от всех негативных энергий, убрать все крючки, зацепки, чипы, импланты с моего физического и эфирного тела. Найди причины негативных ситуаций с моих аспектов и изменить их в соответствии с моей теперешней осознанностью. Обличить программы, еще работающие во мне, по которым у меня не всегда получается держать баланс. Я позволяю себя как бы выбить из колеи негативным событиям. Наладить свой энергообмен с светом и вернуть мою силу и мой творческий потенциал, потерянный в ситуации взаимодействия с антимиром. Призываю силы кармы за воздействие на меня, карму истинным виновникам в антимир, мне вернуть мое, им отдать их творение, если были такие влияния. Если были влияния от Ильи и Оксаны, то приказываю забрать их же руками. Очищаю свое пространство и все, что мне принадлежит от негатива, и наполняю энергией любви, радости, счастья и созидания. Все мои жизненные ситуации зависят только от меня и складываются наилучшим для меня образом. Все мои взаимоотношения с людьми складываются гармонично, по конам Всесвету. Я уравновешенная, сильная, уверенная в себе, иду по пути очищения и света Первотворца жизни. Аспекты. Ситуация 3 дня назад произошла. Нужно было забирать мебель для брата, и я посмотрела на свое колесо и подумала, что надо его менять, ставить на зимнюю резину. В дороге мы как раз и пробили колесо. Очень странно, кусок лезвия канцелярского ножа зашел под 90 градусов, то есть вероятность какая-то невероятная. Хочу знать, почему это так произошло, притянула ли я эту ситуацию своими мыслями. Или это кто-то на физике действительно воткнул нож и отломал по делению. В чем ошибка здесь была и почему я это допустила? Было ли это уроком реагировать позитивно даже в критических ситуациях? И прошла ли этот урок? За рулем в этот момент был Евгений, и я на него немножко брюзжала. Может, в этом причина была. Второй. Ситуация с братом за столом. За день до его сеанса мы обедали вместе, и в разговоре он с Женей начал тему политики. Когда они затронули тему Трампа, я попросила их не высказываться при мне негативно о нем. Ситуация накалилась, Евгений не поддержал меня, я почувствовала предательство. Сердилась потом пару дней, особенно на Евгения, так как он знаком с моим отношением и вел как минимум половину сеансов, связанных с Трампом. Мне хотелось бы знать, что произошло на эфирном плане в этот момент, когда мы разговаривали за столом, какая программа во мне сработала и какой кон я при этом, возможно, нарушила. Было ли в этот момент воздействие на кого-то из нас троих. Третий аспект. Есть ли во мне программы, которые мешают осуществлению моей миссии, то хочу их обличить и убрать. Действую по плану Первотворца жизни и верю в этот план. Если я имею право, то хочу передать свое одобрение Трампу, пожелать ему удачи на предстоящих выборах, запрещаю фальсификацию и призываю моментальную карму за ложь. Свобода выбора – это кон. Я придерживаюсь конов Всесвета и прошу светлые силы помочь обличить ложь и нарушения в подсчете голосов, не считаясь с мнением людей, живущих в Америке. Четвертое. Переживаю по поводу того, что Женя скоро уедет, а мы пока так и не нашли возможность, по которой мы можем быть вместе и жить вместе. Что мешает мне найти этот путь для осуществления моих целей и желаний? Мы оба переживаем по этому поводу, и это как-то давит подсознательно и мешает наслаждаться теперешним моментом, жить и быть здесь и сейчас. Если есть зацепки убрать и контракты расторгнуть. Пятая ситуация с Людмилой. Она на прошлом сеансе уже выходила очень негативно в секторе магии. Сейчас на физике я учусь не соприкасаться с энергиями зла и не взаимодействовать с ними, и не поддаваться на провокации и попытки втянуть меня в конфликт. Получается с переменным успехом. Посмотреть ситуацию, когда у меня была очередь, мы типа разделили мой проект, пришлось. Половину я дней провожу, половину она. Это был типа мой день, встреча со взрослыми. И она именно в этот момент пришла, наверное, в надежде, что может как-то влезть наглым образом, и я постесняюсь ее поставить на место при общих знакомых. Так бы оно, наверное, и было, но я, увидев ее, вышла в коридор и сказала ей в коридоре. Женя тоже вышел и почувствовал какую-то тревогу. Такая, что-то интересная ситуация, что-то там произошло, конечно. Посмотреть именно, что происходило на эфирном плане.
И я бы хотела изменить ситуацию в соответствии с моей теперешней осознанностью, не реагировать так бурно и эмоционально, не впускать ее негатив в свое пространство. Ну, я на физике ничего плохого там ей не сказала, но для себя все равно это как-то вулкан все равно внутренний пошел. Убираю зацепки, по которым я все еще реагирую на ее наглость, убираю ее из моего пространства. Хочу, чтобы все, что с ней связано, меня больше не волновало, не беспокоило. И я хочу не соприкасаться с ее злом. И не вестись на провокации, быть в гармонии, чтобы как-то поступать по конам, не выходить из себя. Последнее, шестое. Я чувствую, что моей дочери Мириам нужна помощь. Она не соглашается до сих пор на сеанс, так как ее программы сильно держат. Я хочу спросить ее высшее я, можно ли в будущем провести для нее сеанс, не согласится ли ее высшее я и не будет ли это нарушением по кодам. Также я хочу изменить все ситуации, где я передавала ей родовые программы в соответствии с моей теперешней осознанностью и хочу родить ее и ее сестру Алису заново чистыми, без переданных мной программ антимира. Виктория, ты в эфирном пространстве. Мгм. Что ты видишь? Ну, ничего важного. Хорошо, Виктория, отсоединись от всех и всего. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Валерии. Валерия. 1, 2, 3. Так, я вижу энергосфера у нее вот так вытянута вверх, и с сектора магии на правую сторону идет вот такая полоса черная, вот сюда, вправо вверх, и вот где сектор принятия решений от головы вот так, как штырь такой черный, вообще выделяется. Даже это не штырь, а такая штука. Так, а что же это такое? Что это за энергия? Какая-то черная, как цилиндр, такой черный и с такими белыми ободочками. Что-то как будто бы имеет отношение к электрике, какой-то редуктор. Не знаю, что такое редуктор. Ну, как передает силу с одного места на другой трансформер. Ну ладно, да. Хорошо, А мне разберемся. просто пришло редуктор. Мгм. Так, и энергосфера очень сильно, прям прозвучала Людмила в секторе магии. Мгм. Мгм. Ну хорошо, Виктория. Считай эфирная ДНК. Валерия ли это? Она как будто бы в каком-то коконе. Я так раз окошечко открыла, выглянула. Да, это она, ее лицо. Но вот это снова слово звучит редуктор. И образовала такую, как пелену вокруг ее пространства. Оно такое, как холодец такое какое-то, как желе. Мгм. Хорошо, Виктория, спроси у Валерии, разрешает ли она потрудиться с ней для нее. Она разрешает. И вот с этого окошечка она вот так опять открыла это окно, вот так перед собой. Окошечко открыла, и вот так руки свои показывает, такие сияющие руки, а на запястьях такая черная, как цепочка скручена вот так, и там такой ключик посередине. И под ключика пошла в сектор интерферентов. Мгм. Это- Мгм. Да, хорошо. Давай посмотрим тогда, что это за цепочка на ее руках, что это за энергия. Считывается, вот я смотрю, я слышу колдовство. Мгм.
Так, а кто находится? А ключик вот этот, который ты видишь, что это за энергия? Сейчас я посмотрю. Мне идет, что этот и есть редуктор. Мгм. Ключик Ш- вот здесь, редуктор вот здесь. Что это, Виктория, за редуктор? Какое Кому он свойство? принадлежит? Мгм. Кто хозяин этого редуктора? Приказываю ему проявиться в эфирном плане, если... Ам, Звучит Людмила, и я М. вижу такая женщина, типичная абьюзерша. Э, Ноги у нее как коромыслом вот так вот, вся вот такая вот в эфирном плане считывается. И она как будто бы дверью хлопает, говорит, я пришла, чтобы разобраться с ситуацией, и вижу, что возле этой двери NLP-программирование. Вот. Дверь вдруг, энергия такая раз, отходит синяя, такой квадрат, а под Мгм. дверью, а там из двери как бы выходит Валерия, в проеме видна. Вот. А под дверью находится какое-то... Что это там находится? Энергия? Какая-то энергия, она считывается, звучит по-украински, слово есть такое «жаботыня». А что это такое? Ам, Вязкое такое, как будто бы, но М. я подумала, что это такое. Ну, жаботыня — это такое, как поволока на воде, зеленая, по-моему. Я вот это вижу. Тина. Тина, да. А вот это, ну, там, где лягушки живут, знаешь. Мгм. А вот это, А, оно такое, считывается, вот это, да, тина. мгм. Да. И, ну, форма какая-то другая, и цвет другой. Мгм. Каковы свойства этой энергии? Вот так хватает за горло, Мгм. хватать за горло, и это принадлежит энергия этой Людмилы. Она, у нее такие ноги вот эти в раскорячку, и она как будто наступает одной ногой в эту как лужу возле и берет и как-то обмазывает дверь, где вот это э, эти шарниры, которые Косяки? поворачивают Мгм. дверь, вот эти механизмы. Она их берет, вот так вот смазывает, открывает и закрывает. Сейчас я посмотрю, что эта метафора означает. М. Смотри, Виктория, что это означает. Ну вот оно идет, гипноз. То есть Мгм. на Валерию был, вот я слышу, наваждение, Мгм. гипноз, наваждение. Так. Хорошо, спроси Викторию Валерии, что она почувствовала, когда это пришла эта Людмила. Она вот показывает, как эта черная энергия буквально вот так, как в сердце кольнула, и, кольнула, и сразу я вижу этот нож М. а, в Мгм. колесе. И Валерия говорит, что она почувствовала боль утраты М. и потянулся сразу же в этот момент э, вот эта нейронная связь с этим какой-то болью утраты в сектор интерферентов. Кто находится в секторе Связалась с интерферентов? этим. Кто там находится, приказываю проявить согласно эфирной ДНК. Я вижу, там женщина сидит и колясочку. Ну, это не коляска, это как Люлька. люлька такая. Она ее колышет, там ребеночек спит. А женщина
Вот так в зеркальце смотрит и нарисовала губы. Но они как-то не красные, а такие черные стали. Мгм. Смотри, Виктория, кто это? Женщина? И подключка опять же пошла туда, в сектор магии. А это женщина, сейчас я ее спрошу, кто она и кто этот ребенок. Ам, такс. Очистим пространство? Нет, не то, что почистим, М, оно, надо разобраться, это как будто бы не Валерии пространство. Сейчас мгм. я считаю ДНК. Считаю, Виктория, ДНК этой женщины. Это программа, и этот ребенок программы. Навязывание– это вот этот гипноз. Мгм. Так. Ну хорошо, вот эта Людмила, она находится в секторе магии, Сейчас я приказывает или... спрошу, Да. подожди одну секундочку, кому Мгм. принадлежит эта иллюзия? Кто хозяин этой иллюзии? Приказываю ему проявиться. В секторе интерферентов появляется такая сущность черная, считывается как брехун, и он так как будто бы сидит за столом, ест и говорит, а это мое. Кто он такой? Он говорит, что он выдумывает иллюзии, Мгм. и опять это с магией с этой связано. Вижу опять эту Людмилу. Это ее иллюзии. То есть М. это как переброс кармы и переброс ответственности за ее какую-то. Мгм. Это вот обычный переброс кармы. Это переброс связан с этим редуктором. Да, Ты- да, Мгм. это ее. И это, что я слышу шина, то, что Мгм. прокололась шина. Мгм. Вот я подумала, что чувствовала Валерия в тот момент. И я вижу, что Валерия, когда вышла, то ее взгляд вот так как-то повернулся за эту закрытую, ну, приоткрытую дверь. Прямо к этому оно таки считывается, редуктор. Вот это как дверь, это, не знаю, как это, завесы эти поворачивает. Вот. Мгм. И Валерия вот так смотрит туда. Сейчас я спрошу, что ее там привлекло. Мгм. И я вижу, что Да. Валерия в эфирном пространстве как будто бы вынула, оно почему-то считывается трусы. Но это не трусы, это такая энергия черного цвета. И Валерия взяла эту энергию и вот так вкручивает в этот редуктор, который у нее вот здесь. Мгм. Спроси у Я ее Валерии, что спросила, это что он это она делает. делает. Мгм. А Валерия говорит, что она поднимает свой статус в глазах Людмилы. Мгм. Вот она ошибка в чем. А, понятно. То есть это вторая сторона этой программы материнской, быть хорошей для мамы, да,
То есть Мгм. показывать себя как бы с лучшей стороны, выслужиться перед родителями, чтобы они там что-то не наказывали или еще что-то, да. А это вот такая деформация не для того, чтобы защитить себя, то есть цель и мотив, а для того, чтобы показать свой статус. Это внешнее проявление. А что это за черная энергия, которая считывается трусы? Мгм. Что это за энергия, каковы ее свойства? Оно считывается, это как программа, но оно выглядит как, ну, как трусики, да, Мгм. женские, только вверх ногами. Ну, представляешь, Мгм. как они Да, выкроены, да? треугольником вверх. Мгм. Да, и Вот. вот этим, ну, не треугольничек, а вот так вот, Ага, точно, ага. вот так вверх почему-то, да. И это считывается как программа считывания подспудных желаний. И тянется от этой программы вот в сторону, чуть-чуть в сторону в сектор магии, и ниже, чем это Людмила находится. Людмила находится на уровне физического воплощения, а это идет, я слышу, в систему программирования. Так, То есть что это за система программирования? так, кто там находится? Кто хозяин этой системы, приказываем проявить согласно эфирной ДНК. Вижу там такое, как колесо, но это похоже вот как руль у этих, как штурвал или как оно называется, На кораблях? на Штурвал. кораблях, да, Да. Мгм. вот. И там тоже синий такой. А, Так, кто хозяин этого руля? Мгм. Приказываем ему проявить согласно его эфирной ДНК, убрать иллюзии, зачитанность снятия магии колдовства. Кто он такой? Приказываем ему отвечать. Там находится, вот вижу я эту бороду, ага, сейчас появляются глаза, и раз мелькнуло вот так. эм, Илья, оно прозвучало, и вижу его лицо, и говорит, Илья и Оксана. И он говорит, то есть эта программа говорит, энергия, Мгм. говорит, она меня рисовала. Она приняла, говорит, меня как догму. А, Она надеется на карусель жизни. Мгм. Да. И тоже говорит, что она, вот так, постоянно говорит, говорит, она недостойна жить в мире с собой, он говорит. Он говорит, Мгм. что Валерия, она говорит на нее, она говорит, приступила к он жизни и говорит рабовладельчество. Да. Как это воспринимает Валерия? Нет, я хочу сейчас посмотреть, что это за рабовладельчество, потому что В чем обвиняет там Валерия? тоже идет М, переброс м. кармы. Это Ага, разброс да. кармы по, я слышу, по стезям учеников. Ам, Кто это Это очень? связано с Оксаной. Ага. Это она, плетью Распро- ее били. Я вижу. Это как будто бы он ее бил плетью. м, Вот он, а она его Илья. рабыня была. И он Мгм. ее плетью по спине бил и считал эти.
сколько раз. Мгм. Там идет мне 50 раз. Таким образом, он через, я слышу, через его наставничество перебрасывает, буквально идет как разбрасывает карму Мгм. его М. того воплощения, когда он был владельцем. И наказывал вот Оксану. Я вижу эту ситуацию. Мгм. И она у него, я вижу, стоит на коленях, как будто бы на коленях, а вот так, где грудь, такая, как пенек такой. А. Как печать висит, что ли? Нет, она нагнулась, А. стоит на коленях, а упирается на такой пенек. Но это не пенек, а это просто как обрубок дерева такой. Мгм. А Илья ее бьет плетью. А ей очень больно. И вот это, и у нее такие кудрявые волосы. У нее сейчас, она родилась, у нее волосы, как у чернокожих на самом деле. Мгм. Такие закрученные, такие пушистые. Мгм. И только Понятно. маленькие кудри вот здесь завиваются, где волосы. Она очень, ну, вот такая, как Анжела Дэвис. Да, хорошо. Значит, да. И вот эти энергии, вот так они Да. где волосы, вот это такие курчавые, черные, они так гудят и сплетаются с энергиями Людмилы. Вот Мгм. там, где это колышет типа мать и рисует губы, то есть не выполняет свое предназначение, не заботится о ребенке, как должно быть, а имеет, ну, как бы с одной рукой как бы колышет ребенка, а другой как бы собирается на свидание. Уйти прочь, я слышу. Но пока еще вообще непонятно, к чему это все. Но вместе оно слилось и пошло дальше. И Мгм. еще в такой, в сектор интерферентов. И там М. такой глаз. Да. Чей это глаз? Ну, короче, чтобы это Мгм. стало понятно, то это все иллюзии. То есть, Мгм. Это с той стороны. Мгм. да, да, то есть это как бы за зазеркальем. То есть это с той стороны, Мгм. куда шагнула Валерия. А когда она шагнула в это зазеркалье, вот я уже только задала вопрос и сразу увидела, вот она лежит, как будто бы платочек у нее на глазах, прикрывает глаза. Такой белый платочек, и Мгм. считывается гипноз. А само увлечение Мгм. считывается гипнотический сеанс. И какая-то энергия. Вот это вот жаб, который сидел, он как будто бы сидит за головой у нее, точно так же, как у Моны этот дух Ильи Мгм. считывается, за головой сидит. И вот этот жаб, который говорит, ну, сидит там и ест, да, Мгм. что он показывает Валерии иллюзии. И вот берет этот платочек, что считывается как гипноз. Вот Валерия там посмотрела, а он берет, вот так стряхнул и повесил как экран. И считывается сбыться. Мгм. Вот оно что. Сбудется, говорит. То есть это идет, я слышу, зашифровка будущих
событий. Вот это. Мгм. Так. То есть вот эти внутренние программы, вот эти ошибочные решения, они как бы усиливаются этой неправильной визуализацией, скажем так. Так, сейчас Так, я хочу определить, как этот сеанс считывается одним словом. посмотри, Виктория. Мгм. Оно выглядит как будто из сектора магии, ее вот так одеялом кто-то шух, накрыл черным одеялом. Сейчас я посмотрю, кто это. А где ты в этой ситуации, интересно мне знать. Мгм. Посмотри, Виктория, где Евгений в этой ситуации находится. В этой ситуации ты находишься как будто бы очень далеко, в таком кружочке. По отношению к ней вот справа, ну вот очень далеко, вот там вверху. Сейчас я посмотрю, что это. Почему там? Мгм. Что это за Почему сектор далеко? такой? Мгм. Я вижу, что ты ей говоришь, она как будто бы тебя не слышит, потому что ей управляет вот этот жаб, этот М. брехун. Так, Так, а кому он принадлежит? кто хозяин этого жаба, этого духа? Приказываю в секторе интерферентов хозяину проявиться согласно его эфирным ДНК. Кто самый главный хозяин этой жабы? Сейчас все понятно стало. То есть так сработали программы самообвинения. То есть это обратная сторона совести. То есть совесть – это голос духа, который говорит, что правильно, что неправильно. И вот этот тоже та же совесть, которая осуждает ее. Я Мгм. слышу, это самообман, самоанализ, самообман. И вот так идет эта редукция. М. Опять редукция. Так что это редукция М. такое? Мгм. Это как Посмотри. усилитель какой-то, усилитель и перебрасывание. То есть это, я слышу, связывание не связанных между собой энергий. Мгм. Склейка какая-то. Склейка, да. Так, а кто хозяин этой программы самообвинения? Вот сейчас проявляется этот символ этого колдуна маленького с этой шапочкой. Так, давай разберем, кто он такой вообще. Что это за программа? Мгм. Что это за дух? Давай разберем. Заморозь это, чтобы все это наглядно было видно. Так. Считывается дух Ильи монастырского. Ну, это понятно, Мгм. в ком проявляется. А кто он такой по его сути? Мгм. Давай, Виктория, посмотрим суть духа этого, да? Да. Мгм. Вижу разноцветный платок. Это магия. Я слышу магия взаимодействия между человеческим разумом и люциферианским разумом. Разумом это идет как инопланетным. Мгм. То есть как бы за предельным, за Чужеродным. гранью, Мгм. то есть за гранью чужого. Это как чужой, да, то есть Мгм. свой Мгм. чужой. Потусторонний. И по ту сторону, да. Мгм. И считывается, сдала в аренду. Так, Что это кто говорит? обозначает? Мгм. Кто говорит? Кто говорит, это сдала в аренду, приказывает проявиться. Вижу там такой, как шарик,
И в этом шарике энергетическом, то есть это потерянная часть энергии Валерии, она одела на себя этот разноцветный платочек и говорит, что это она говорит. Выглядит как колобочек. Ну, я Мгм. так вижу такими колобочками потерянные энергии души. Мгм. Так. Она говорит, что примерила на себя, вот оно что, регрессивный гипноз. И говорит, что она послушалась голоса вруна. И опять эта энергия этого, но уже другая. Мгм. Так, кто этот врун? Когда кто этот врун, когда это было событие регрессивного гипноза? Да, давай по очереди. Кто этот врун, приказываем проявить согласно физической ДНК? Значит, он выглядит как коричневый, то есть энергия предательства себя. А когда глубже смотрю, то я вижу этот змеиный язык. Считывается М, кодла, первичный вот этот грех, так называемый, то есть ложь. Это первичная ложь, которую внес в жизнь именно дух м, Люцифера. Он начал ложь, в мир мгм, внес. От него это началось. И я вижу, что когда Валерия эм, э, как бы делала этот сеанс гипноза регрессивного, то она подключилась по этим энергетическим каналам к этому главному вруну, к этому духу. мгм, Ну, одним словом, к Люциферу, потому что это вышло из него. Он породил эту энергию. Вот, магию, это он родил этот язык змеиный, это он породил магию. До этого ее не было в нашем мире. да. А когда Валерия сдала в аренду эту частичку души, что это было за ситуация на физическом уровне? Так, смотрю, сейчас сначала посмотрю в секторе магии, там, где она вот там лежала в этом, как бы в регрессии, она Мгм, берет этот платочек и кому-то за собой одевает. Э, А этому лгуну она одела и говорит, что наш общий вариант событий. И раз этот платочек так закрутился, и на ее внутренний экран. То есть это самопрограммирование прозвучало. То м, есть нарушен, когда она погрузилась в альфа-состояние, то она как бы соединилась с этими энергиями. А почему у нее нет телепатического дара? мгм, Потому что эти программы вот говорят, что она недостойна знать истину и считывать. а, я слышу белое. То есть вот мгм. это какая-то энергия. Вот, самоуличение. Так. А эти программы, когда появились в ее пространстве? Вот я вижу, она вот так как бы высекает ножом такой полукруг, и он синего цвета. Считывается самогипноз. Вот как этот руль. Мгм, Самогипноз. мгм. Что произошло на физике, когда она вычерчивала этот полукруг? Я слышу быть сильной. Сейчас я спрошу, что она делала. Мгм. Спроси Викторию Валерий, что она делала.
Так, я вижу, она берет какой-то, как трафарет, и прицепила его, он оранжевого цвета, вот здесь прицепила. Я ее спрашиваю, что это такое? Она говорит, мой лозунг силы. О, символ цельнозора. Мгм. Я слышу, что это желание обойти окольными, обходными путями, снять с себя ответственность за выполнение роли Творца. То есть, другими словами, у Валерии пока что нет доступа к считыванию как бы информации за пределами ее этих программ. То есть она, когда погружается в эфирное пространство, то считывает только эту матрицу, которую сама же создала своими решениями, но не может выйти за М. пределы этого, потому что недостаточно вот, под влиянием этих программ негативных, которые она буквально самогипнотизируется ими, Мгм. ищет Виктор. оправдание. Да. Спроси, Виктория, у Валерии, почему она хотела обойти окольными путями? Зачем им нужно обходить окольными путями? Эта программа так срабатывает. Снять ответственность, чтобы не узнать правду, какую-то правду. Мгм. Какую она правду боится узнать? Я слышу о себе. Мгм. Так. Хорошо, передай Валерии, что она вот заказала сеанс, она хочет узнать правду, чтобы освободиться. У нее есть цели. Вот она показывает опять руки и этот черный ключик. Я вижу, как она встает, там, где она считывается с лежанки лжеца. И Мгм. этот лжец вот так сделал. О, я сейчас вспомнила. Это когда я ходила к этим свидетелям Иеговы, а потом я начала замечать, то есть люди мне сказали, я даже не замечала. Когда вот я пришла в офис, да, а там Мгм. какой-то анекдот чешут. А я ж такая вся скромница, да. Я же вся прям такая святая, я же ж свидетели Иеговы, что вы. Что вы, что вы. И у меня вот это было, рот закрыла. То есть они рассказывают, а я рот закрываю. И вот оно что. Это вот программа вот этого, ну, как бы я себе картинку придумала. Мгм. Ну, свидетели, это секта, это сектантское, вот, другими словами, это сектантское мышление. И сектантское мышление, вот оно что, вот, у Валерии сектантское мышление, да, то есть она думала, что использовать символ, ну, это же проще, да, чем самой меняться. То есть это самообман. Вместо того, чтобы... Я помню, когда я работала над собой, как я себя убеждала, что я обычный человек своими оплошностями, грехами, какими-то... Я специально делала плохие вещи для того, чтобы обличить вот эту э, свою же программу. Я очень ну, под присмотром психолога, конечно. Это Аня, она вот помогала мне от этого избавиться. Вот это, самообман. То есть это навешивание ярлыков. То есть Валерия себе придумала, кто она, и следует этому образу. Вместо того, чтобы расслабиться и позволить себе быть такой, какой она хочет быть в конкретный данный момент. Вот я, например, такая вся чистюля была, там все вылизывала дома.
А зачем это? Чтобы прикрыть какие-то другие вещи, да? А сейчас хочу убираю, хочу не убираю, хочу готовлю кушать, хочу не готовлю кушать. То есть у меня вот это пропало, мания хорошая хозяйка, да? И я говорю, да, я плохая хозяйка. Меня это как бы не волнует, да? Да, я обычный человек. Мгм. Вот так это нужно работать. А у нее это сработало, и сейчас оно усиливается. М, Потому что вот когда пришла эта Людмила, то у нее истинное, искреннее желание должно было быть, это же, ну, как бы защитить свою душу, свое пространство. А у нее это перекос вот так, да? То есть не внутреннее содержание, а внешний фасад. Показать, кто главный, как говорится. Мгм. Так, а что И она вот боится? это замкнутый круг, вот это Мгм. замкнутый, вот это крутится, и это все замкнулось, это цепь, этот редуктор, да, это программа, то есть это вот это замкнутое колесо, которое нужно разорвать в одном месте и как бы выйти из этой путаницы. Мгм. Так, а где можно разорвать этот замкнутый круг? Эм, Только на уровне сознания, потому что я же, когда с Валерией даже перед сеансом говорила, она же постоянно мне перечит. Она же не Мгм. зря на меня обижалась столько раз, да. То есть давай я с ней проведу коуч-сессию, потому что она должна это на уровне сознания начать делать шаги, признать себя такой, какая она есть. То есть это все родительские, наверное, еще какие-то эти блоки. Потом, когда человек живет с абьюзером, это то же самое. То есть это сектантское мышление, другими словами. Придавать значение каким-то предметам, да, Мгм. и вот оно так Так, ну, сработало. То есть оно не то, что сработало, оно уже сгнило. И сейчас ищет прорвать, где бы выйти. Этот гной должен выйти уже. Да? А эти все ситуации, это как бы те моменты, где бы Валерия должна была бы прорвать этот замкнутый круг. так. Валерия, спросю Валерии, видит ли она этого духа в ее пространстве, эти ситуации? Вот она опять выглядывает с этого окошка. То есть у Мгм. нее вот так получилось как бы ограниченное мышление. И поддалась этим программам. Сейчас я опять руки, вот лицо ее вот так вот, и руки вот так показывает. Мгм. Я ее спрашиваю, нужна ли ей эта черная энергия, эта магия с этим колдуном. Вот почему, видишь, почему э, отвязаться от стереотипного мышления сектантского сложно. Ну, оно не сложно, просто нужно это осознать и специально прикладывать усилия, чтобы с этим разобраться. Как только она делает в этом направлении какую-то движуху, сразу же этот дух Ильи активируется. Она говорит, что она не придала значения своему внутреннему голосу. Вот, вижу этот контракт, когда у вас сеанс, и она вместо того, чтобы слушать свой голос, слушает этого лгуна. Мгм. Так, а что это за контракт? Сейчас этот Мгм. Да. голос. Я Мгм. спрошу сейчас ее, где этот голос, как она его. А Мгм. он, ее голос идет вот с ее сердца, вот такой волной пошел вот туда, где ты находишься. Мгм. Что И это вот за она им Мгм. пренебрегла. То есть я вижу, что ты сеанс хорошо проводил, но в ней считывается как недостаточно силы пока. Это не значит, что это
диагноз. Это пока, да. Мгм. Вот этот самообман нужно убрать. Я ее спрашиваю, а видит ли она сейчас, как этот клюет сзади, этот голос, вот это предательство себя? И почему она отвергла свой внутренний Внутрь. голос? А она говорит, что она самонадеялась. Я ей говорю, что сейчас она может Да. вернуться в этот момент и услышать, хорошо услышать свой голос. О, как хорошо. И она вот так распахнула это окошечко, вот так распахнула, шагнула Мгм. вот правой ногой. У нее фигурка красивая. Такой ногой, красивой ножкой. Прям Мгм. физически я увидела. Шагнула вперед, стоит возле этой двери и снимает вот эту из этих завес. Я вижу, как этот редуктор вот так скрючился и падает. Я ей передаю, что Людмила в секторе магии находится. А вот это, откуда шел голосочек такой, здесь шар образовался, то есть Мгм. целостность возвращается. И вижу, как программа не быть собой. Вот так у нее и как будто бы из нижней чакры. Это программа блокировка творцов, чтобы ты понимал. Мгм. Вот эти трусы так называемые, да? Мгм. Вот. Это Понятно. программа, которая блокирует творческий потенциал и творение добра. И я вижу, она встает, и вот этот экран, который проектировал ее событие, вот это проколоть, этот колесо, вот Колесо. это все остальное, она вот это все сгребает вот так, оно уходит, я ей передаю, чтобы она приказывала этой Людмиле забирать ее магию всю, Мгм. и что в тот момент пусть она отменит это решение, как бы играть на публику мне идет, а пусть э, включит вот свой режим самозащиты. И вижу, как она вот так рукой сделала, вот так. И эта синяя плита вот так от нее отошла. Я передаю, вот голос Людмилы звучит у нее в сердце. То есть произошел перекид энергии и кармы в том числе, да. Мгм. И я вижу, как этот нож, которым Валерия Мгм. пробила колесо, вот так вот просто вставляет в эту Людмилу. И энергия Валерии возвращается к ней. Я передаю Валерии, чтобы она очистила и вернула только ту энергию, которая соответствует ее эфирному первобытному ДНК, первичному, а все с энергию, все пусть превратит в энергию счастья, достатка, гармонии, а все, что не превращается в это, высокочастотные энергии, пусть на Мгм. утилизацию. Утилизация. Мгм. И я вижу, как это считывается прицепка, как прицеп, знаешь? Мгм. Прицепка к этой Людмиле буквально к шее шла. И вот это слово вот здесь звучит «не могу». Вот то, что она говорила, это не ее программа говорила, что не могу быть с любимым. Почему это не могу? Человек – это ложь. Не могу – это ложь. Нельзя такое говорить. Вот я ищу, нужно говорить, я ищу возможность. Вот оно, трансформация. Я ищу возможность быть с любимым человеком, да? Мгм. А не перекладывать ответственность на что-то. И я передаю Валерии, что в ее пространстве находится энергия Людмилы. Да, вот этот М. самосаботаж включается, потому что Валерия должна что-то решить. Мгм. Что она сейчас хочет решить? Она говорит отстоять свое право быть собой.
И я ей передаю, чтобы она эти все подключки убирала, и она буквально вот так вытащила у себя эту подключку Мгм. с нижних чакр. А эта подключка была буквально как стрела. И Мгм. раз, и вылетела с этого пространства, и мне тоже здесь уже надоело находиться. И я Мгм. беру, и вот это пространство вот так вот скручиваю, вот так вот, и на утилизацию закрываю портал. Мгм. Полностью все эта система научили. Да, и мы Мгм. очутились в каком-то другом пространстве сейчас, оно очень хорошее, и мы просто говорим. Мгм. Мы поговорили, вот, и ты вот там, где стоял, так и стоишь, смотришь. И мы вот так как-то поговорили, и она посмотрела на тебя и говорит: "Буду с собой". И раз с этого пространства, она как бы, оно считывается с чужого пространства, раз перемещается к тебе, и все вот так, все пространство вот так, как зеркало, очень интересно, вот так развернулось. Мгм. Это знаешь, как рисуют ночь и день? Да. И вот мы Хм. очутились все на светлой стороне, а тень там осталась. Оно считывается тьма, мгла, игра теней. Ну, тьма на самом деле – это матрица, которая вот удерживает человеческие души. Мгм. Забвение и все остальное. Да, и я вижу, как Валерия, вот такая дверца в ее сердце. И я, говорит, заноза. М. Это магия вот эта. Это Людмила. Опять этот крючочек какой-то там этого Как-то цвета, же. который под дверью Мгм. был. Ты видела, что у нее контракт есть? Ну, это и был контракт, а вот она его Мгм. расторгла. Расторгла? Мгм. Быть Хорошо. собой, да. То есть это все меняется. То есть она Мгм. расторгла этот контракт, решила уже быть собой, истинной, да, и Понятно. начало все разворачиваться. И вот так повернулось все в результате. Это как результат этого расторжения контракта. Мгм. А что это за заноза? Кто в секторе магии находится? Вот это Людмила. Я вижу, что она буквально делает ритуал, магический ритуал. Мгм. Что Поэтому это она она делает? пришла Мгм. на место преступления. Она пришла, она вернулась на место преступления. Ее туда привела же ее магия. Я вижу, что она что-то сыпет под дверь. Вот так вот, Мгм. как будто бы из коробочки. Я слышу прах. Вот так вот, чик-чик-чик, вот так стучит пальцем по коробочке, и оно так равномерненько вот так вот высыпается. На выход она делает магию, чтобы выжить Валерию. Мгм. Что это она там сыпет, приказывая ей отвечать? Она говорит: "Прах мертвеца". Мгм. Ам, Она говорит: "Дохлая собака". То есть это прах собаки умершей, как М. будто бы сожженной. Понятно. Хорошо. Видит. О, вот оно что. Мгм. И она, когда читает этот ритуал, то там есть слова, гавкать как собака. И мне сразу пришло вот эта аналогия, где Валерия говорила, что каждых 4 дня она как бы Мгм. включает Да. какую-то... Брежды. Да, да-да-да. А это оно вот как раз и есть. То есть Мгм. оно вот так вот работает. Я слышу магия сцепления. Мгм. Так. Видит Валерия этот ритуал, который проводила эта Людмила?
Да, она видит. Если она хочет, пусть приказывает ей убрать эти воздействия, призывать силы кармы. Вот так. Я вижу, как Валерия вот так рукой сделала. У нее уже руки свободные. Мгм. И вот эту синюю накладку на двери, вот так просто она двинется, как двинула на эту Людмилу. И я вижу, как эта синяя энергия, НЛП-программирование от этой Людмилы убралось. И в этот момент вижу, как Валерия берет этот символ цельнозора оранжевый, бросает. Мгм. Вот оно. Это неумение вести диалог с абьюзерами. Людмила абьюзер и проволочка опять. То есть вот это самосаботаж, проволочка. Я передаю Валерии, что она сейчас может возобновить все ее пространство. Пусть приказывает этой Людмиле забирать. Вот я вижу, как эта Людмила забирает эту синюю панель, Мгм. этот гипноз. И с пространства Валерии выходит эта подключка. И этот редуктор просто изнутри как взрывается, разбирается, так взорвался и так разобрался на части. И Валерия снимает из глаз, как будто бы изнутри, предательство себя. Вот эти ресницы такие. То есть предательство своей собственной души. Мгм. И я вижу в этот момент, она вот так сделала, как будто бы этот шарик, эту душу свою, как погладила. Да? Мгм. Это метафора. И как хлопнула этими дверями. И я вижу, она сидит, как будто бы в классе каком-то, какая-то комната большая, такой стол посредине. И Валерия сидит тут. И я вижу, она чувствует, как это ползет Людмила, и она вот так как расширяется, и эта ее энергосфера вот так расширилась. И вот это на выход, Мгм. что шло, к ней же и вернулась, к этой Людмиле. И я вижу, как она Мгм. берет этот шар магии и Мгм. уходит. Мгм. Я говорю Валерии, что она может сжечь, испепелить эту всю магию и эту Людмилу в ее пространстве, и также этого а, Илью с Мгм. Оксаной. Пусть Пусть отдает им все ихнее, ихние а также иллюзии. вот этот, она оборачивается, и вот этот белый платочек гипнотический отдает этому лгуну и Мгм. говорит, что она отказывается рассматривать свои прошлые воплощения. Вот она это сказала с этими словами, вот бросила это все на этого лгуна, и этот язык вот так разворачивается, вот это, который вот так, как у змеи, так двигался, вот так свернулся, разворачивается, и как кольнет, буквально как ножом, кольнул в сердце М. этому демиургу. И я вижу, что вылетела какая-то энергия, вот эта разноцветная. Мгм. Это ее энергия. Сейчас я посмотрю. Мгм. И она вылетела и встала в сектор магии. М. Сейчас я посмотрю, что это. М. Что это за энергия? Она считывается магнетизм. Вот магия и магнит, оно же вот это. Магия – это Ага, примагничивать, примагничивается магия всегда на какие-то негативные решения неправильные, да, на предательство себя, на эти контракты. Я сейчас посмотрю, кому принадлежит эта Кто энергия. хозяин Кто этой такая энергии? Полина? Полина, знает? Или это опять Лина? переброс? Полина, Нет, не знает, что это за не Полина. знает.
Сейчас я тогда разберусь, что это прозвучало. Мгм. Наброс ярлыка. М. Карма. Я вижу, что когда Валерия неправильно использовала свой дар эм, Счет. визуализатора, да, Да. то она как бы Мгм. завязала карму и как бы натянула на себя из этой матрицы кого попало. То есть кто был вблизи. То есть ближние окружение. Это М. Людмила, те, с кем она соприкасалась напрямую. А это Мгм. кто-то уже из дальнего окружения. Это их уже какие-то отношения. Мгм. И я передаю вот Валерии, хочет ли она разобраться с этим. И этот платочек превратился в такой мешочек. И я Мгм. вижу, что там частица вот среди этого всего, оно как будто собрано в одно, но с разных кусков. То есть либо что, либо как, либо что-то, либо ничто. Вот это такое идет, знаешь, как бы вот это собирательство вот такое. Собрали в одну котомочку, накидали, чего попало. Вот это Так. Мгм. происходит, такое смешение кармы, смешение энергий, когда идет, я слышу, редукция. Вот, да, когда идет неправильное М. использование своего таланта, своего встроенного механизма, который должен помогать. То есть нужно правильно этим пользоваться. Хорошо, я поняла, я М. сделаю урок для М. всех, как это нужно делать. Я уже решила как раз неделю перед этим, начала уже готовить. Мгм. А, М. Хорошо. Э, Передай Валерии, если она хочет, пусть она изменит все эти ситуации, когда она принимала чужие иллюзии. Пусть она изменит все эти ситуации и отторгнет в каждой из них всю эту чужеродную Ну, энергию. оно звучит во всех М. этих ситуациях только Ну, одно – быть собой. То мгм. есть, если есть вот это желание, первичное желание быть собой, найти свой истинный путь, да, Мгм. проявить себя истинную, тогда это все затмевает. Все эти программы просто уничтожаются сами. Мгм. Хорошо, пусть Валерия Оно буквально да? звучит настроиться на собственную струну. То есть на вот это, что я эту видела волну, да, то есть Мгм. быть собой, любить себя, вот истинного, да, не эти, потому что это так срабатывают программы, с которыми, ну, это матрица, а мы сейчас как бы выходим из матрицы. Из какой матрицы? Эта матрица не там где-то, не кто-то ее там нам придумал, а каждый человек пишет свою собственную матрицу, которая уже потом связывается с эгрегорами, да, соединяется. И мне так смешно, когда я слышу миллионные там просмотры у людей, которые М. рассказывают о какой-то матрице, там мы такие здесь белые пушистые, матрицу кто-то нам вот там Где-то придумал, а мы там. тут ни при чем. Да, то есть Мгм. это как бы э, очень глупо и Мгм. примитивно. Хорошо, пусть Валерия будет собой, изменит ситуацию согласно ее сегодня сознанию. Да? Да, вот она говорит, Мгм. я это я. Отлично. Мгм. Вижу, как ее энергосфера вот так вырастает. Мгм. Пусть все чужеродное отправляет на аннигиляцию, поднимается вверх, Валерия. Да, мы с другими аспектами ну, можем разобраться потом, потому что сейчас у меня тут на Да, я балконе слышу. ходят и шумят сильно. Мгм. Хорошо, давай тогда отложим
на другой день продолжим, да, Виктория? Да, да. Хорошо, напишешь тогда. Хорошо, посмотри сейчас, как она выглядит. Она говорит, становлюсь собой. Энергосфера правильной формы. Мгм. Вот. Хорошо. Ничего этого, что было, нету Мгм. негативного. Она вот мне демонстрирует руки и крылья на руках. Ноги показывает, крылья на ногах. Только вот где пальчик большой, там привязка идет в сектор магии. А я Мгм. ее спрашиваю, зачем она себе это оставила. Мгм. Она говорит, долг, какой-то долг. Что она должна? Ну, или ей внушают, что должна. Это же такое. Всем прощай Она всех. говорит, сейчас, да, говорит, что она должна вернуть свое истинное «я», поглощенное матрицей антимира. Мгм. И вижу, как огромная ее энергия находится как в секторе магии. У нее какая-то кармическая ответственность. Она говорит за свои сеансы, за запутывание самой себя. Мгм. Пусть он откажется запутывать саму себя, верить в себя. Да, ей, вот это мне идет, да, то есть здоровый пофигизм всегда помогает. Если не Мгм. знаешь, как, самое важное цель поставить, а все остальное, оно само собой подтянется, разберется, ситуация то есть не надо все пытаться держать под контролем здесь прямо вот так вот. Иногда вещи, ну, нужно подождать, чтобы пришло понимание. Мгм. И она говорит, открывает свой взгляд, и вижу, как у нее вот из глаз вот так, как будто бы такая какая-то плита равномерно сходит. Считывается планирование иллюзий. То есть то, что она, я не знаю, никогда не смотрела ее сеансы, да, вот, ну, это всегда так происходит, да, то есть то, что в сеансах происходит, это и есть как тот план, потому что эфирное пространство, альфа-состояние, в этом состоянии, в альфа-состоянии идет перепрограммирование своей жизненной матрицы. И если там неправильно вот эти логистические пути, то оно Мгм. вот и идет как, ну, как бы, как не туда поезда пустить, например, стрелки неправильно перевести. Мгм. Вот. Я передаю Валерии, чтобы она исправила всю ее жизненную матрицу, отменила те решения вмешиваться в свое личное пространство неправильно. Я слышу, отменить регрессию. И она это отменяет. И какой-то как стержень, забитый в секторе магии, как это вот идет такое, знаешь, как этих теленка на прикол, на такой Мгм. колышек, да? Колышек, да. Да, и вот получается, что она саму себя туда приколола. Ну, это так происходит всегда, это я видела уже миллион раз, когда разбирали э, аспекты людей, которые проходили сеансы не у телепата, а у визуализатора. Так всегда бывает. То есть в первую очередь страдает сам этот же визуализатор, потому что включается в карму, потому что мы за каждое слово даем отчет перед своей божественной душой. За каждую визуализацию, за каждое, что мы говорим, мы даем отчет. Получается, что она завязала эту карму,
Я ей передаю, что она может отменить все эти сеансы, где она навязывала самой себе чужие сценарии. Я вижу, что она стоит и вот так буквально, как будто бы такие черные клочки сбрасывает с себя. Мгм. Я это все чищу и говорю, чтобы она все убрала эти все негативные взаимодействия с этими энергиями на утилизацию и превращаем все в энергии жизни, гармонии, процветания, света и истины. Мгм. Очищаем пространство. Да. И я ей передаю, что она эту подключку убрала. Вот она М. как-то такая жесткая. Я ей передаю, что не надо все принимать за чистую воду. Это всего лишь иллюзия, программы. Они не имеют никакой силы, имеет силу только ее решение. И Мгм. вдруг я вижу, как этот меридиан с большого пальца буквально вырвался с нижнего пространства, и вот такая, как спираль, закрутилась, и вернулась ее энергия к ней. И она смотрит и радуется, смотрит. И вот эти все, интересно, все эти меридианы, да, они вот работают внутри энергосферы человека. Они не должны выходить за пределы человеческой сущности. Вот как у человека есть кожа, Да. которая М. отделяет нежное тело от внешней среды, точно так же у человека есть его духовное тело и границы его духовного тела. И все энергетические процессы проистекают в пределах этого гармоничного, сбалансированного, э, вот, скажем так, субъекта в объективной реальности. Мгм. Очень интересно, да. Вау. И она говорит, я программирую себя на счастье. Отлично. Я ей передаю, чтобы она проверила все эти энергии, которые в ней, и убрала из своего пространства все, что не соответствует ее истинному ДНК. Мгм. Пусть отделит все чужеродное. Мгм. Ну, все, потому что эти М. мешают мне сильно. Мгм. Хорошо. Передай, что, Валерий, что мы продолжим сеанс в следующий раз. Мгм. Прощайся с Валерием. Да. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Мгм. Отсоединись от всех и всего, поднимись вверх, Да. проверь твое личное пространство. Все чужеродное, замороженное, на Да, да, аннигиляция, все. портал закрыт. Мгм. Да. Наполняемся энергией жизни, любви, гармонии. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, и с тобой разговаривать, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Супер. Спасибо большое. Я так и знала, что там накручено опять. Видишь, все отлично. Все, что надо было узнать, узнали.